Привет! Сегодня мы поговорим об очень важной теме, которая интересует новичков на Upwork, а также тех, кто только-только интересуется этой платформой. Как получить свой самый первый заветный заказ? Сложность именно первого заказа заключается в том, что у вас пока еще нет никакой истории на Upwork. Конкуренция очень высокая, и клиенты, логично, предпочитают более бывалых и опытных фрилансеров. Поэтому, чтобы взять ваш самый первый заказ на Upwork, придется хорошо потрудиться. Но если вы внимательно прослушаете мое это видео и выполните все рекомендации, то поверьте, первый заказ не заставит себя долго ждать. Также в этом видео я расскажу о важном правиле на Upwork, которое вступило в силу не так давно. За его несоблюдение вас быстро и без всяких предупреждений и объяснений исключат с площадки навсегда. Поэтому слушаем меня внимательно и не отвлекаемся. Итак, первое, с чего следует начать, это ваш профиль. Мы немного говорили в одном из прошлых видео, ссылка на него будет в описании, о важности заполнения достоверной информации для того, чтобы вас приняли на площадку Upwork. Но вам также следует помнить, что ваш профиль – это ваша визитная карточка. И задача сделать его максимально привлекательным для клиентов. Оформление вашего профиля – это постоянная и непрерывная работа. Я периодически обновляю, улучшаю, добавляю что-то новое в своем профиле. Вообще, эта тема довольно широкая, и я не смогу уместить все свои знания и рекомендации в одном видео. Предлагаю посвятить этому отдельный выпуск. Поэтому, если вы хотите узнать, как же составить профессиональный профиль, вызывающий доверие у клиентов, то прямо сейчас убедитесь, что вы подписаны на мой канал, у вас включены оповещения, так вы точно не пропустите то самое главное видео про грамотное оформление профиля на Upwork. Следующий раздел, который появился на Upwork совсем недавно, это раздел «Отзывы прошлых клиентов», с которыми вы работали вне Upwork. Это действительно очень крутая штука, которая особенно будет полезна опытным специалистам, но пока еще новичкам на Upwork. То есть вы можете связаться с вашими бывшими работодателями, заказчиками и попросить их рассказать о их опыте работы с вами. Представляете, как это круто? В свое время, когда начинала я, на Upwork ничего подобного не было. Я начинала с абсолютно голого профиля. Хотя за спиной у меня было более чем достаточно довольных клиентов, с которыми я работала до того, как я перешла на Upwork. И если бы тогда я имела их отзывы у себя на Upwork профиле, я бы явно нашла своего первого клиента гораздо быстрее. И сегодня у вас, кто только-только начинает свой путь на Upwork, есть такая возможность, поэтому обязательно ею воспользуйтесь. Как это сделать? Найдите раздел Testimonials у себя в профиле, заполните форму и отправьте ее вашему бывшему или даже нынешнему клиенту, с которым вы работаете вне Upwork. Конечно, прежде чем отправить подобный заказ клиенту, я рекомендую сперва свяжитесь с ним, расскажите, что вы хотели бы получить его отзыв и как он важен для вас. Клиенту понадобится уделить немного своего времени, чтобы составить вам отзыв. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш клиент вам не отказал и дал максимально положительную и развернутую характеристику, не сваливайтесь внезапно ему на голову. Сперва предупредите его, поговорите с ним и только после этого отправляйте свой запрос через Upwork. После того, как ваш профиль оформлен и вы получили пару-тройку рекомендаций от ваших вне апворковских клиентов, приступайте к поиску заказов. В разделе Find Work, My Feeds у вас уже будут появляться вакансии, которые Upwork посчитал, что будут вам интересны, основываясь на списке профессиональных навыков и категорий работ, которые вы указывали при оформлении вашего профиля. Для еще более детального поиска воспользуйтесь функцией Advanced Search. Я рекомендую и сама чаще пользуюсь второй строкой
any of these words, то есть любое из этих слов. Также можно делать поиск по точной фразе, исключить какое-то слово из поиска, искать только в заголовках и так далее. Для примера я хочу взять заказ по финансовому учету, и я владею программой Xero и Excel. Прописываем все это в поисковой строке. Затем, нажав на Filters, можно сделать еще более детальный поиск, отсортировав только интересующие вас работы. К примеру, мы интересуемся только почасовой работой. Уровень экспертизы средний или эксперт, или вы можете выбрать начальный, если вы только начинаете. Количество предыдущих заказов клиента предлагаю не трогать, так как даже среди самых новеньких могут встречаться неплохие заказчики. И все остальное я бы тоже не трогала, чтобы не уменьшать количество найденных работ. Но вы по вашему усмотрению решайте, что нужно именно вам. После того, как вы все отфильтровали, эти настройки поиска можно сохранить. Давайте назовем этот набор фильтров «Первый заказ». В будущем вам не нужно будет проделывать эту процедуру заново, достаточно в разделе Find Work выбрать нужный вам фильтр и получите свежий список работ, подпадающий под ваш запрос. Вот так все удобно и продуманно. Ну а мы плавно переходим к рекомендации номер 4. Это отправляйте вашу заявку быстро. Кто первый встал, как говорят, того и тапки, да? Если клиент только что опубликовал вакансию, то, вероятнее всего, он еще некоторое время пробудет на сайте Upwork в поисках фрилансеров, которых он выберет и захочет пригласить на интервью. И если вы отправите ваше предложение как раз в это время, то шансы на то, что ваше сообщение хотя бы будет прочитано клиентом, гораздо выше, чем если вы откликнетесь на вакансию через 2 дня. Представляете, если клиент получит 50 заявок от фрилансеров, а именно так почастую и происходит на Upwork, то клиент просто физически не сможет все перечитать и, вероятнее, остановится на первых полученных ответах. Также, почему еще нужно откликаться быстро на вакансии, потому что некоторые клиенты приходят на Upwork с заданиями, которые нужно было выполнить еще вчера. Соответственно, они остановятся на первом же подходящем фрилансере и начнут работать с ним. Но я не призываю вас реагировать только на свежие вакансии. Ситуации бывают разные, и некоторые клиенты, наоборот, предпочитают подождать 3 дня и только после этого начинают перебирать все заявки. Но так как вы не знаете, что предпочитает ваш потенциальный клиент, и знать этого в принципе не можете, а вам очень нужно получить ваш первый заказ на Upwork, то я вам настоятельно рекомендую: откликайтесь на вакансии сразу же, в первые часы после его опубликования. Пункт номер 5. Пишите цепляющее предложение по работе. Cover letter. Когда вы откликаетесь на вакансии, ни в коем случае не нужно рассылать всем подряд ваш шаблонный ответ. Также не нужно пересказывать всю вашу биографию и писать сообщения на 3 странички, которые никто читать не будет. Уважайте время клиента и свое в том числе. Здесь нужно быть очень специфичным и отвечать строго по теме. Прежде внимательно изучите описание работы и покажите, что вы ознакомились с ним в своем ответе. Для этого используйте детали, которые клиент опубликовал в своей вакансии. К примеру, клиент говорит, что у них небольшая компания, стартап. Отлично! Расскажите в своем ответе, что вы специализируетесь именно на небольших компаниях. Клиент говорит, что они составляют бюджеты в табличках Excel. Посоветуйте ему, что для этого существуют специализированные программы, которые существенно облегчают работу. Одним словом, покажите свой профессионализм, интерес к его проекту и готовность решать вопросы. На данном этапе ваша задача заключается в том, чтобы заинтересовать клиента и перейти на более серьезный этап переговоров – это видеособеседование. Обращаю ваше внимание на очень важную деталь, о которой пока еще даже не все знают. В июне 2020 года вступили в силу поправки в правила Upwork.
Они заключаются в том, что все переговоры между потенциальными клиентами и заказчиками должны осуществляться исключительно на площадке Upwork до того момента, как вы не заключили контракт. То есть, если ваш клиент говорит: вышлите ваш электронный адрес, я вышлю вам ссылочку на Zoom-конференцию, или просит ваш Skype или номер телефона, не делайте этого. Лично я прямо так и говорю, что мы не имеем права обмениваться контактными данными, иначе нас забанят, и что мы можем воспользоваться встроенным в Upwork приложением Zoom, который отлично работает. Раньше осуществлять звонки через Upwork было сплошным мучением, потому как качество связи было просто кошмар. Но сейчас такой проблемы уже нет, все прекрасно работает. Итак, следующий этап на пути к вашему первому заказу – это видеозвонок с клиентом. Знаю, о чем многие сейчас из вас подумали. О нет, я не люблю видео, я стесняюсь, я не так выгляжу, я боюсь. Я была абсолютно такая же, но сегодня, как видите, я с преогромным удовольствием себя снимаю даже на YouTube. Поэтому выйти в видеозвонок с клиентом меня больше не пугает. И чтобы вас тоже не пугала камера, воспользуйтесь следующими советами. Первое – это заранее подготовьтесь к звонку. Возьмите блокнотик, ручку и запишите все моменты, о которых вы хотите поговорить с клиентом. Клиент вас обязательно попросит немножко рассказать о себе. Это должен быть слаженный, систематизированный рассказ без утомительных и ненужных деталей. Также сделайте список вопросов, которые вы хотели бы задать ему. Если у вас будет подобный план, то как минимум 50% вашего волнения просто исчезнет, и вы будете чувствовать себя спокойнее и организованнее. Правило номер 2 касается внешнего вида. Если вы работаете с дома, понятное дело, можно обойтись без галстуков и пиджаков, но выглядеть собранно и организованно вы просто обязаны. Женская половина. Если вы себя увереннее чувствуете с макияжем, то обязательно делаем. То, что находится сзади вас во время звонка, также очень важно. Уберите, соберите все лишнее. Ориентир: вам самим должно нравиться то, что вы видите на экране, когда ведете звонок. Так вы не будете отвлекаться на ненужные мелочи и сможете полностью погрузиться мыслями в разговор. Правило номер 3 – это назначьте звонок в максимально удобное для вас время. Это то время, когда вокруг вас никто не будет шуметь и вас отвлекать. Время, к которому вы успеете подготовиться к звонку, привести свои мысли в порядок и эффективно пообщаться с клиентом. Почему видеозвонок так важен? Во-первых, это ваша возможность проявить себя, показать свою заинтересованность в проекте, а также постараться убедить клиента, что вы – это именно тот человек, кого он ищет. А для вас очень важно во время звонка постараться почувствовать клиента как человека. Знаете, бывают такие сложные люди. Им трудно угодить, они сами не знают точно, что им нужно, они закрыты и недружелюбны. Если во время созвона я понимаю, что общение с клиентом какое-то натянутое и нагнетающее, я не берусь за такие проекты, потому как обычно они заканчиваются недовольством, разбирательствами и негативными отзывами. Оно вам нужно? И заключительное правило, 7-е, это не вздумайте сдаваться. Первое время вы будете тратить очень много времени на поиски подходящих вакансий, написание предложений, переписку с потенциальными клиентами и выполнение тестовых заданий. Мало кто, в принципе, будет вам отвечать, и вам будет казаться, что все ваши усилия напрасны. Но это не так. Наберитесь терпения и не ждите сиюминутных результатов. Знайте, не просто верьте, а точно знайте, что у вас все получится. И так оно и будет, поверьте. Я помню себя, мне понадобился примерно месяц активного поиска, чтобы найти своего первого клиента на Upwork. Но в течение того месяца я в любую свободную минуту открывала приложение в телефоне и выискивала проекты, куда бы я могла податься. Помните, что самое сложное – это ваш первый клиент.
Дальше все будет чуточку проще и намного понятнее. А на этом у меня сегодня все. Если у вас еще остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Также находите меня в Инстаграм. Делитесь своим опытом, если вы уже на Upwork, как вы находили своих первых клиентов. Мне будет очень приятно почитать ваши истории, а для тех, кто только-только начинает свой путь на Upwork, уверена, они будут благодарны вам за ваши советы. Спасибо большое вам за просмотр. Не забываем ставить лайк этому видео за такое огромное количество полезных советов и до новых скорых встреч!